Ребята, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы делаем парники для рассады. Для начала мы разрезаем пленку. Как вы знаете, на рынках продается пленка в виде рукава. Вот по обеим сторонам мы пленку разрезаем. Затем с помощью нехитрого приспособления я пропаиваю краю пленки, и в итоге получается небольшая труба, в которой будет вставлена боковая проволока. Но это вы увидите позже. Сейчас же вы можете пронаблюдать за тем, как я свариваю края пленки. Процедура эта простая, легкая. И спайка, и, наверное, правильнее сказать, сварка двух парников по 2,5 метра заняла у меня где-то 10 минут. Причем эту операцию я делала впервые. Обычно сваркой парников занимался Жека, а я выступала в роли ассистентки. Но специально для этого видео я решила всю операцию сделать самостоятельно, чтобы вы на моем примере убедились, что данная операция очень простая и доступная. Парники, сделанные таким способом, получаются крепкими и могут использоваться от года до 4 лет, в зависимости от того, как вы будете обращаться с пленкой. Например, после того, как рассада будет выращена, пленку лучше снять, постирать и уложить куда-то на сохранение. Главное, спрятать ее с солнца. Итак, подробнее про приспособление для пайки парников. Кусок ДСП шириной 22 сантиметра. Прижимная планка длиной 102 сантиметра. Весь кусок ДСП там сколько? 127 сантиметров. Две петли по 25 сантиметров длиной. Сама планка 3,5, ну чуть меньше, 3 сантиметра 4 миллиметра, вот это прижимная. И тут делаем разметку. На 2 сантиметра одна полоска и на сантиметр другая полоска. Это получается труба сама. Под трубу отводится 2 сантиметра и сантиметр отводится под место, где мы непосредственно припаиваем пленку. Вот такой у нас старый паяльник мощностью 65 ватт. Насадка из меди самодельная для пайки. Работы с пленкой лучше проводить в проветриваемом помещении, потому как идут при пайке некоторые ядовитые испарения и нежелательно этим дышать. Это проволока для бортов взятая. Она для дух хорошо подходит, а для бортов она толстовата. У нас просто были лишние дуги, поэтому мы решили сделать для коротких парников из них бортовую проволоку. А так вообще лучше брать тройку или 2,5 мм диаметра. А это 4, да? Это 4, да. Инструментов насыпан. Сегодня понадобится трезубец. Так, застряли мы. Готовим землю под парники. потому что потом с дугами неудобно будет эту операцию делать.
Лучше сейчас. Пока Жека шкрябает, я отнесу к парникам несколько камней. Всего надо 8 штук, в общем-то. Прям левой рукой хочу сделать это дело. Так. На 20 сантиметров где-то. Потом по ходу дела будем углублять как надо. Расстояние между дугами не больше метра делается. Да, что я стою, собственно говоря. Жек меня ждет. Я что-то задумалась. Тань, посередине сможешь воткнуть? И тут? Еще. И тут? Да. Угу. То я как-то сейчас Я размечать плохо вижу. И последняя дуга. В принципе, на парничок такого размера можно было бы обойтись 2 дугами. Ну, мы тут что-то решили шиковать. Чего уж там. Опа. У нас получился парник 1,5 метра. Ну да. Двух не хватило бы, поэтому мы поставили 3. Но 3 хватило бы и на 2-метровый. Жека, расскажи о колях. И о расстоянии от дуги. Коля из какой проволоки получается? Коля из 5, 4 мало, гнуться будут. Да, и длиной получается сантиметров 25-30, да? 25 мало. 30. 30 можно больше. Угу. Ну вот это вот примерно вот около 20 сантиметров. Вот. Вот. Ну 30 с копейками. Угу. То есть где-то когда до 35. От дуги оставляется примерно полметра, да, вот эта штука? Да. Полметра. Есть пленка 2,5 метра длиной. Сам парник от дуги до дуги 1,5 метра. Вот здесь отмеряем примерно Полметра. Полметра. Да. Чуть-чуть можно вот так. Это на торец. Ну, на всякий случай проверяем, чтобы с той стороны столько же было. Угу. Коли если ржавые, это даже хорошо, потому что у них... Они меньше выскальзывают из земли, да. Они более хорошо держатся в ней. Правильно? Да, у них лучше сцепление с землей. Угу. Поэтому они у нас сделаны с ржавой проволоки. На середине, между дугами, в пленке, делаем дырочку. Под углом, где-то градусов 45. И прижимаем. Ну, если сильно туго, можно пяткой обуви, можно Специальные, да, из дерева мы делали. Колышки деревянные такие, толкатели.
И вот этих колев, в принципе, вот на такой маленький парник хватает. Ну, если более длинный парник, соответственно, больше кольев идет в работу. За счет наклона дуги делается натягивание. У нас слегка пружинит. Пленка получается натянута. В принципе, 2 камней хватает. Вот, все плотно. А вот таким образом мы открываем парники. И для этого используется специальный крюк из проволоки. Как вы видите, данная конструкция парников очень легкая, доступная, дешевая, не требующая особых знаний, усилий и чего-либо еще. Мы пользуемся такими парниками уже много-много лет. И когда-то у нас были засажены целые плантации. Ну вот и все. Всем пока. До новых встреч, друзья.